Перверзный нарцисс, на мой взгляд, самый страшный вид манипулятора. В чем заключается его опасность? Социально адаптированный психопат или перверзный нарцисс – диагноз новой эры психологии. Люди без сопереживания, но с уникальным умением подстроиться, заполучить ресурс жертвы, забрать все, а после обесценить и уйти. Потому что у жертвы больше нечего взять. Их опасность в том, что в отличие от пикаперов или манипуляторов, они верят в то, что делают. Искренне верят в то, что любят свою жертву на первом этапе отношений и способны находиться в подстройке до года. Перверзные нарциссы будут подбирать ключики, пока замок не щелкнет. Они могут долгое время демонстрировать маску идеального принца. Мысль «идеальный мужчина» в лучших традициях голливудского кино. Он все, о чем я мечтала. Сигнал того, что нужно присмотреться. Нарциссическое слияние – то, что мы часто путаем с идеальной любовью, родством душ и судьбоносной встречей. Может, это судьба, вы думаете, когда смотрите на него? Я верю, что нас сводят не просто так. Мы видим перед собой идеального мужчину в лучших традициях кино, потому что перверзный нарцисс, как хамелеон, который меняет окраску под цвет жертвы, искусно демонстрирует все ее качества и то, что важно для нее. Поэтому на него при первых встречах нет выброса адреналина, пока перверзный нарцисс не нарушит ваши границы, потому что он – это вы. На себя выброса быть не может. Перверзный нарцисс бессознательно ненавидит свою жертву, потому что не может быть таким, как она. Его бессознательное жаждет деклассифицировать, и для этого возносит ее искусственно идеализируя, чтобы легче было сбросить с пьедестала. Но на уровне сознания он убежден, что у него есть чувства. И это в перверзном нарциссе самое страшное. Нормальному человеку стыдно, когда он врет. Поэтому мы распознаем ложь по языку тела. Перверзник же искренен в своей идеализации, а значит, его ложь трудно идентифицировать. Он идеализирует, потому что знает, таким способом быстрее установит контроль над жертвой. Нормальный человек принимает другого, а нарцисс вмещает другого в свою идею о нем. Восхищаюсь, обожаю, преклоняюсь. Я хотел бы быть таким, тебе легко, это же ты. Завидую белой завистью, привычный лексикон нарцисса. Так работает его бессознательное. Бесконечные комплименты, которых вам никто не делал. Еще одна причина присмотреться. Платой за вознесение на пьедестал станет тотальное обесценивание. Унижая свою жертву, перверзник чувствует себя великим. А жертва думает, что это с ней что-то не так, ведь еще вчера он был идеальным мужчиной. Перверзному нарциссу не интересен секс. Для него это способ насилия или манипуляции. Такой человек способен долго ухаживать за жертвой, не намекая на интим. И долго не заниматься сексом, находясь в отношениях, и при этом не имея любовницы на стороне. Секс для него – инструмент управления жертвой, а не высший пик сближения. Будьте начеку, когда за вами ухаживают годами, а в воспоминаниях о прошлых отношениях звучит признание: «Я не спал с ней месяцами, я разочаровался в ней». Тогда зачем ты с ней жил? Сумейте задать этот вопрос вовремя. Мышление психопата отличается от здорового еще в детстве. Они не понимают, что такое созидательные эмоции, и чтобы выжить в обществе, учатся их имитировать. Собственно, поэтому перверзники легко превращаются в хамелеонов. Но имитируют в основном на словах, а не на деле. Психопат может знать, что любовь – это забота, и контролировать свои действия непродолжительный период. Но как только жертва перестанет его интересовать, мгновенно уходит в безразличие. Импульсивность и резкая смена настроения. Неадекватные перепады без причин. Еще один верный признак психопата и перверзного нарцисса. Он может орать на продавщицу или парковщика и через секунду мило улыбаться вам. Он максимально контролирует себя, ведь жертва еще не угодила в его сети, но масочка иногда слетает. Именно поэтому для того, чтобы распознать перверзного нарцисса, вы должны владеть знаниями. В предыдущем видео мы говорили о 10 признаках нарцисса. Все эти качества будут и у перверзного, но еще в более агрессивном проявлении. В чем разница, на мой взгляд, между нарциссом и перверзным нарциссом? Нарцисс сфокусирован на себе, но его еще не особо интересует ресурс жертвы. Единственное условие в отношениях, чтобы жертва его не напрягала. Ему не важен ресурс, но важно, чтобы жертву не нужно было содержать. Перверзный нарцисс сфокусирован на ресурсности жертвы, на ее связях, статусе, деньгах, внешности, на том, как она ведет себя, интеллекте, чтобы жертвой все восхищались.
Важно понять, что жертва перверзного нарцисса – это всегда успешная, витальная, красивая, умная. Это же самое и про мужчин. Успешный, витальный, умный, ресурсный. Перверзного нарцисса всегда интересует в жертве именно ресурс. Второе отличие. У перверзного нарцисса есть отличительная черта. Это переворачивать и полностью снимать с себя ответственность. Поэтому он и называется перверзным. В переводе с французского это означает переворачивать, переделывать, делать и выставлять из жертвы дуру. Напомню вам 10 верных признаков нарцисса. Первое – это непомерное чувство собственной важности. Второе – постоянная фантазия о собственном успехе, силе, блеске, красоте, идеальном объекте любви. Третье – вера в то, что он особенный, уникальный, достоин общества только лучших людей. Четвертое. Постоянная потребность в восхищении. Пятое. Чувство, что ему все должны, то есть необоснованно высокие ожидания от других людей. Шестое. Эксплуататорское поведение в общении и использовании других для достижения своих целей, то есть склонность к манипулированию. Седьмое. Отсутствие эмпатии, нежелание признавать чувства других. Восьмое. Часто завидует другим и убежден, что другие завидуют ему. Обращу ваше внимание, что у социально адаптированных нарциссов зависть может проявляться исключительно через сплетничество. То есть им нравится обсуждать других людей, они всегда в курсе всех событий. Девятое качество – это демонстрация высокомерного и надменного поведения. Ему должны, а он никому. И 10-й признак – хрупкая самооценка. Все 10 признаков нарцисса будут обязательно присутствовать у перверзного. Но есть еще новое. Прежде чем перейти к ним, сделаю несколько акцентов, как проявляется разница между нарциссом и перверзным. Например, грандиозное чувство значимости перверзного нарцисса будет выражено еще сильнее. Они любят рассказывать о том, откуда они родом, что они родились в определенный день, когда звезды стояли в особом положении. Они любят рассказывать о своих преодолениях, о том, как он достигал результатов, как его никто не поддерживал, как он сам лбом пробивал стену успеха. На своих страницах в социальных сетях они называют себя «Великий Юлий Цезарь», «Царь», «Император», «Король», «Бог». Когда мы говорили о таком признаке нарцисса, как потребность в восхвалении, то перверзнику важно находиться в центре внимания. Если вы пришли в компанию и в центре внимания оказались вы, то он или нахамит вам прилюдно, или обязательно потом за это отомстит. То есть большинство жертв рядом с перверзными нарциссами очень тихие, молчат, не высовываются, не поднимают голову и даже не высказывают своего мнения. Вот поэтому разница в том, что если потребность в чрезмерном восхищении обычного нарцисса, чтобы рассказывали, какой он великолепный, то у перверзного нарцисса это уже приобретает другую грань. Если в компании на него не обращают внимания, значит, эта компания плохая, больше туда не пойдем. Перверзные нарциссы очень часто дарят подарки прилюдно. Делает это он для того, чтобы им восхищались и его хвалили. Я говорила о хрупкой самооценке нарцисса. Если обычному нарциссу сделаешь какое-то замечание, то получишь скандал. У перверзного нарцисса эта хрупкая самооценка будет проявляться как у обычного нарцисса. Замечания он не приемлет, но в дополнение он еще впадает в депрессивное, беспричинное состояние под названием «жизнь дерьмо и я дерьмо». Причем внешних причин для этого никаких нет. Резкий, беспричинный перепад настроения. Утром он проснулся бодрым и уверенным в себе, а через 5 минут ушел в состояние «все плохо, я плохой» и «все ужасно в этом мире». То есть его хрупкая самооценка имеет перепады в состояние «я ничтожество». Или еще пример из пункта о зависти и сплетнях. У перверзного нарцисса зависть усиливается, и поэтому теперь ему кажется, нам все завидуют, кругом враги. К тому же перверзный нарцисс патологически не способен радоваться успеху других. Если его друга продвинули по карьерной лестнице, то, скорее всего, вы услышите: «Начальник дурак, потому выбрал его». Если же у жертвы случилось что-то значимое и ее с чем поздравить, то перверзный нарцисс делает все возможное, чтобы испортить ей настроение и сказать, что это вообще не она, а так просто повезло. А когда мы говорим об отсутствии переживаний, у перверзного нарцисса этот пункт выходит на новый уровень. Если вы начнете плакать, потому что он вас обидел, то получите: не реви, и не надо мне тут показывать свои эмоции. Ты сама во всем виновата. Это все сделала ты и только ты. Все 10 пунктов нарцисса будут присутствовать обязательно, но есть дополнительные признаки. Итак, пункт 11.
Патологическая невиновность. Вы никогда не услышите от него искреннюю фразу «я виноват» или «я был неправ». Делаю акцент на слове «искреннюю». У перверзного нарцисса всегда виноват кто-то, скорее всего, вы, и он всегда во всем прав. Полный перенос ответственности. У меня поломалась машина, и в этом виновата ты. Как я? Я не умею водить. Ты мне не желаешь добра. И когда перверзник говорит «я не прав», то, как правило, исключительно потому, что жертва уходит, он ее теряет, и это обязательное условие примирения. Но он так не считает на самом деле. Не верите? Рекомендую настоятельно уточнить у него, в чем конкретно он виноват. В большинстве случаев перверзный нарцисс вам не скажет, в чем он виноват. Он не понимает. Максимум, что вы получите: «я тебя люблю и не хочу потерять». 12-й признак – мстительность. Он способен легко отомстить своему партнеру за какую-то мелочь в 10-кратном размере. В его историях завоевания, его развития и истории его побед очень много будет рассказов о том, как он кому-то отомстил. Для перверзного нарцисса форма мстительности доставляет ему огромнейшее удовольствие. И несмотря на всю социальную адаптацию, в нем проскакивает гордость за все мучения, которые он когда-либо кому-то доставил. В 3-й книге трилогии «Код вознаграждения» я подробно описываю, каким образом задавать вопросы, чтобы перверзник проявил себя. 13-й признак – обесценивание. Перверзный нарцисс всегда будет обесценивать всех, кто ему неудобен, включая вас. Если вы предложите ему пойти к психологу, он сначала попытается перетянуть психолога на свою сторону. Второй его шаг будет – это обесценить этого психолога. Сказать: это богинская дура, кто она вообще такая, она даже не психолог, только писательница. Твои подружки – идиотки, они тебе завидуют и хотят меня соблазнить. А твоя мама – дура, потому что если бы она была умная, у нее были бы другие результаты в жизни. Любая форма обесценивания всех вокруг. Если кто-то успешнее, чем он, ему просто повезло. То есть вначале перверзный нарцисс вас искусственно возносит на пьедестал для того, чтобы потом было удобно вас с этого пьедестала сбросить. Для того, чтобы можно было максимально кайфовать от того, какую витальную личность он поработил и уничтожил. 14-й пункт. Газлайтинг и самогазлайтинг. Как высшая форма психологического насилия. Смотрите видео про газлайтинг. Пункт 15. Отсутствие секса. Когда манипулятор готов расстаться и не может сделать это по собственной инициативе, в силу разных причин, его родители, бизнес-связи, финансовая зависимость от жертвы, общественное мнение, ему крайне важно, чтобы решение приняла жертва. А если еще и с глубоким чувством вины, то это вообще наилучший исход. Однажды он перестает заниматься сексом. Не на неделю или 2, на месяцы. И жертва пытается выяснить причину. В ответ же слышит: «Я устал, не доел, переел, не выспался, завтра рано вставать, сегодня поздно ложиться, голова болит, нос не дышит, тяжесть в желудке, сердце быстро стучит, сердце не стучит, луна не в той фазе, кровать маленькая, диван большой» и еще 1000 вариаций. Вначале жертва верит, ведь явных причин для полного охлаждения нет, ни скандалов, ни упреков, потом истерично скупает белье, занимается спортом, меняет цвет волос, отбеливает зубы, посещает солярий. Затем приходит понимание, любимый не реагирует. Закрадывается мысль о появлении другой. И эта мысль верна, потому что нормальный мужчина нуждается в сексе, и причины его отсутствия 2 – любовница или импотенция. А жертва знает, что он здоров, помня страстные ночи любви. Начинаются приступы ревности, проверка мобильного, бесконечные звонки, возможно, слежка. Он же твердит, что устал от ее шизофрении, что больше так жить не может, и уходит, выставляя жертву сумасшедшей истеричкой. Или игра переходит на новый виток. Женщина понимает, что у него действительно никого нет. И это становится самым большим ударом по самолюбию. После 3 и более месяцев воздержания приходит осознание: он меня не хочет. Они живут как брат и сестра, и это его устраивает. В какой-то момент, чтобы не сойти с ума и хоть как-то поднять самооценку, женщина изменяет. И начинается последняя часть спектакля. Обиженный игрок гордо уходит со сцены от неверной. В итоге для всего окружения изменщица с чувством вины, а он свободен и радуется жизни. Причем доказанный факт измены не принципиален. Достаточно переписки или флирта с другим мужчиной в разговоре. Обязательно посмотрите видео «Манипуляция интимом». Все ссылки вы найдете в описании к этому ролику. Самое жуткое в перверзном нарциссе именно то, что он для всего мира идеален.
Он ничего плохого вроде не делает, но при этом ты сходишь с ума. А все знакомые говорят, что ты себе придумал, он же золотой человек. Если из 15 признаков в вашем партнере есть как минимум 8, то вы уверенно можете сказать, что находитесь в отношениях с деструктивной личностью, которая разрушает вас на психологическом, физиологическом и социальном уровне. Напомню, что самый действенный способ защитить себя от манипуляции – это знание. Поэтому подписывайтесь на канал и ставьте «Нравится». Возможно, кому-то прямо сейчас нужно это видео, и ваши лайки и рекомендации спасут тысячи. Благодарю вас за вас. Смотрите более подробное видео на эту тему по ссылке в описании к этому ролику.